Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Сегодня будем смотреть на такую тему, как ему без вас. Для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо Instagram. Как можно будет со мной связаться, я оставлю свои контакты в описании к этому видео. Также хочу обратиться к тем, кто поддерживает мой канал. Вас сердечно благодарю. И также обращаюсь к людям, которые хотят оказать поддержку. Я оставлю свою ссылку на донат. Так, здесь выпали карты. Так, для какой карты? Для женщины. Этот расклад будет для такой женщины, которая очень мудрая, очень закрытая. Помимо этого, очень добрая. Вот у вас столько энергий, да? Женщина здесь, когда вот будет плохо, эта женщина придет на помощь. Но и помимо этого, конечно, женщина интуитивная, не по годам, очень мудрая. Может быть, вы какое-то отношение имеете к эзотерике. Женщина очень гордая, женщина, которая знает себе цену. Помимо этого, еще могу сказать, что многие люди пользуются добротой вашей. Вот есть такой вот нюансик небольшой. Но еще могу сказать, если в личной жизни, да, то, скорее всего, много было тайн связано. Либо вы были любовницей, либо являетесь на данный период времени любовницей, либо в ваших отношениях была любовница. Итак, давайте будем смотреть, что за мужчина к нам сегодня пришел. Что за мужчинка? Мужчина сам по себе конфликтный. Не знаю, с вами ведет конфликт или нет. На сегодня у него какие-то конфликты, проблемы. Мужчина вообще это собственник, который ревнивый, скандальный. Он может, кстати, поднять руку. Такой вот немножко сумасшедший. Какой-то еще мужчина. Ага. Мужчина, ну, пришел такой вот, знаете, рассказать историю какую-нибудь, сказку. Это первый такой человек. Он может быть на людях показываться очень дружелюбным, но внутри он очень такой вот злой, агрессивный. Ну и еще и бледовитый, конечно. Мужчинка любит к себе, знаете, такой любвеобильный мужчина. Еще какой-то мужчина. Мужчина, скорее всего, инфантильный. Инфантильный. Когда какие-то проблемы есть, он сразу убегает. Либо затаится и все. И на данный период времени такой вот мужчина, да, он, кстати, может выпивать, какие-то есть конфликты в его жизни. Он, кстати, может болеть, либо операция какая-то у него. Но я почему-то думаю, еще может выпивать. Почему? Потому что есть внутренний конфликт. Тут сам с собой борется. И вот он напьется и ляжет, и вот думает, ну все, теперь жизнь наладилась. Ну, по отношению к вам, я вам скажу, этот мужчина уже долгое время, возможно, к вам не проявляется. Показывает то, что будто вас не заинтересован. Конфликтно настроен. Агрессивный мужчина. Так, какой-то еще мужчина. Мужчина такой харизматичный. Харизматичный. Знаете, не исключаю, возможно. Мужчина, конечно, судьбоносный, ничего не могу сказать. Но и помимо этого, он мог вас просто променять здесь на другого человека, увидев в ней шанс. Еще могу сказать, что этот мужчина, возможно, у него есть долги перед вами, причем хорошая крупная сумма денег. И он почему-то от этих долгов не признает, хотя понимает то, что ну, здесь уже суд пришел, понимаете, здесь все, вот как говорится, что заслужил, то и получил. Ну, еще в отношении вас, конечно, я вам скажу, что мужчина, вот каким-то образом, я не знаю, он понимает то, что вы для него ценность, да, но он погулять хочет. Вот такой вот, ну, я не зря же говорю, бледовитый мужчина. Давайте смотреть
Что он о вас сегодня думает? Что же этот мужчина о вас сегодня думает? Правда думает, правда думает. Кстати, он с вами хочет выйти на связь, предложить вам что-то хочет. Но он это планирует, только планы. Это не сейчас. Это думает, если, например, вы сейчас с ним не общаетесь, да, скорее всего, здесь может быть разрыв, развод, не знаю, разошлись люди. У него в планах есть с вами как-то помириться, выйти на контакт, но не сейчас, в ближайшем будущем. Что он о вас еще думает? Еще могу сказать, что вообще мужчина не знает, что конкретно о вас думать. Стабильности хочет, но он видит то, что вы сами, наверное, потерянные, да, больше, не знаю, перед вами какие-то двери будто открываются, да, и вы сами как будто растерялись, что выбрать. Но здесь больше женщина, я так понимаю, выбрала стабильность, деньги выбрала, да, материальную сторону, работа. Женщина здесь впахивает. И он, кстати, думает о том, сейчас, подожди, я денег заработаю, вот как-то более буду стабильным, вот тогда, может быть, и появлюсь. Но он, видите, он же тормознутый здесь выпал. Это же у нас принц, господи, Динариев, да, это самый тормоз, это который идет не годами, а столетиями. Вот у него сейчас в планах, подожди, я сейчас подзаработаю. Хотя и сам не знает вообще, надо, не надо, двойственность какая-то. Что он еще о вас думает? Ну, все. Думает о том, что все. Вы хотите от него избавиться, очиститься от него. Это его очень сильно злит. Что все, возможно, то, что он от вас скрывал, да, но здесь мужчина такой. Вы поняли то, что все, что он говорил вам, это полная неправда. Ну, уже все вылезло наружу, да, соответственно, ваши отношения уже здесь закончены, уже здесь такой болезненный разрыв был. Причем не исключая того, то, что пострадали вы в этих отношениях. Но он о вас думает о том, что вы будете защищаться здесь. Вы этого мужчину, вот знаете, вы, интересно, вы как будто с ним расстались здесь как врагами. Вы избавиться от него хотите, конкретно вы, не он. Вы от него как очиститься хотите. Так, ну а чувства на сегодня? Какие у тебя чувства к этой женщине? Остались ли вообще чувства? Чувства. Ну, собственник. А я вам, знаете, что скажу? Чувства у него такие. Здесь вообще мужчинка, я так понимаю, контролер. Когда вот вы находитесь с ним рядом, да, он будет вам трусы проверять, носки проверять, все, что есть, вообще связано именно с вами, он все проверит. Но если вы захотите проверить его, это тот еще жук. Манипулятор высшей категории. Сейчас мужчина, чувства у него такие, да. Сейчас, погоди, он сейчас, скорее всего, возможно, не исключаю, что это ваш бывший муж, да, или бывший партнер. Мужчина здесь пытается скрыть какие-то от вас деньги. Не знаю, здесь не зря там выпала такая большая сумма денег. Здесь он может говорить о том, вот видите, здесь больше не чувства, а вот он что-то здесь скрывает, хитрит. Он может и почему не выходить, да, с вами долгое время на связь. Он хитрит, это его манипуляция. Понимаете? Здесь зажравшаяся кобель, которая не выходит из своей зоны комфорта. Манипулятор высшей категории, он очень любит управлять людьми. И еще чувства у него здесь такие, все будет так, как я сказал. Не нравится? Вот знаете, здесь как будто он мстит, что ли, вам за что-то. Скорее всего, вы, наверное, могли его оставить, из-за этого он вам мстит. Ну, вот такое, я же не зря сказала, что он какой-то сумасшедший. С психикой у него проблемы. Мужчина власти хочет. Он еще, кстати, знаете, может своими чувствами подавлять свои чувства. Типа говорит, мне и так хорошо без тебя. Ну, вот манипуляция, сам себя обманывает. Какие еще чувства на сегодня? Чувства такие. Ага. Не буду переворачивать.
Так получилось, здесь, скорее всего, мальчик вас когда-то предал, да? Он думал о том, что он выиграет. Вот знаете, вот даже вот как та победа, которую он ожидал. Он-то планировал все здесь. Здесь мужик такой, не то что дурачок, да, он все планирует, он все заранее спланировал. А вышло-то не все, как он хотел. Понимаете? Он-то думал, останется мужиком, а он вообще здесь размазня остался. Все вышло не так, как он хотел. Есть какая-то победа не та, на которую он рассчитывал. А он планировал, я вам скажу, здесь. Почему здесь? Потому что характер здесь очень эгоистичный такой персонаж. Очень. Но так получилось, что, наверное, скорее всего, когда вас предавал, он, наверное, ожидал совсем другого результата. Но не получилось. Получилось то, что своими действиями, да, здесь больше не о чувствах, а больше об эгоизме этого мужчины. Здесь мужчина очень жесткий, причем я вам скажу, здесь очень жестко, хладнокровно предавал, но он был уверен вот своим предательством, да, вот тем подлым поступком, он был уверен на 1000000% в том, что выйдет все так, как он захотел, как он запланировал. Но пошло не по плану. А здесь мужчина... Я вам скажу, снаружи он может выглядеть, да, например, кто его не знает, все вам будут завидовать. Ну, какой у тебя прекрасный там, не знаю, партнер, да, супруг, либо любовник, не знаю. Все будут говорить, да ты на него наговариваешь. Но кто его очень хорошо знает, поверьте мне, здесь дьявол. Здесь натуральный стратег, только все для своей выгоды. Но в оконцовке по результату, конечно, он не получил, чего он хотел. В ваших глазах, я вам скажу, здесь он не мужик. Он здесь, ну как, не знаю, даже его... Ну, кем назвать его, даже не знаю. Ну, чмо, наверное. И то, извините, конечно, не хочу обижать, но здесь персонаж такой. Итак, давайте будем смотреть, как тебе живется без той женщины. Ну, давай, говори. Как тебе живется? А что самое интересное, да, не исключая того, что здесь отношения у вас закончились, да, здесь уже может быть блокировка обоюдная или с вашей стороны. Однозначно здесь есть расстояние. Он о вас, кстати, по ночам. Вообще вы ему не даете, конечно, покоя. Он как-то хочет с вами взаимодействовать, понимаете? Но все-таки потеря-то есть, она присутствует. Здесь, скорее всего, женщина закрылась. Женщина пострадала в этих отношениях, ну и все решилось, да. Ну как ему без вас? Ну, держится вроде как, да. Если у него там есть какие-то отношения, показывает, что типа все у них хорошо, но на самом деле, ну, мучается. Как тебе без этой все-таки женщины? А вот так вот. Вот так вот. Вы для него потеря. Сейчас от вас вообще ни слуху, ни духу. Вы конкретная для него потеря. Вот когда он потерял вас, до него дошло, оказывается, кто был со мной рядом. Понимаете? Скорее всего, не исключая, что от вас много чего скрывал здесь мужчина, да? Но... Когда он был с вами, он вас не разглядел, эту императрицу. Потеряв вас, он понял, то, что, во-первых, вы императрица, да, знаете себе цену. Женщина та, которой нужно преклоняться перед этой женщиной. Ну и еще могу добавить, конечно, может быть, влияние другое было женщины на него, что он к вам интерес потерял. Но не рассмотрела здесь сам факт. Вы женщина интуитивная, да. Помимо этого, конечно... От вас он не знает, чего ожидать уже. Женщина непредсказуемая, женщина потерянная. Ой, вы для него конкретно потеря. Ну как ему без вас? Скорее всего, не исключая, что с вами когда было, хорошо было, тепло, а сейчас вас нет, может какие-то потери пошли. Понимаете, те обстоятельства, которые не зависят от него. Может быть, материальные какие-то проблемы. Но здесь какой-то бомжара вышел, бомж.
Так, как тебе еще без этой женщины? Не исключаю того, что это, наверное, ваш бывший супруг. Либо, если это ваш любовник, и он женатый, да, то здесь за вас получает он конкретно бумеранг. Если это ваш супруг, здесь по-любому, понимаете, в ваших отношениях все равно были здесь третьи лица. Вот как ему без вас? Если, будучи на данный период времени, есть у него кто-то, с кем он проживает, поверьте мне, видимость одна, что да, он там несет, может, какую-то ответственность, но сам факт, он этим выбором недоволен. Видите как? Может быть, он просто, не знаю, родственники вмешались. Понимаете, он сейчас получает как вот уроки. Уроки какие-то проходят, болезненные уроки. Но видимость в семье, либо там, не знаю, кто там, может, друзья, может быть, либо показывает, что у него все хорошо, а на самом деле так выдает, знаете, как желаемое за действительное. Вот так вот. Так, как тебе еще? Ну, мучается, да? Как тебе еще без этой женщины живется? Ну, как, закрылись вы от него? Закрылись от него. Здесь женщина вообще не доверяет, да? Почему-то, во-первых, здесь инфантильный, ну, дурачок, да? Сколько бы ему лет не было бы, да? Как ему без вас? Но все равно он может, кстати, закрываться от многих людей. Либо, знаете как, не подпускать людей. Вот здесь какой-то мужчина тоже недоверчивый. Ну как ему без вас? Ну пытается что-то начать новое в своей жизни. Но помимо этого, если он пил, также пьет. Все равно есть какие-то третьи лица. Может, это другие женщины. Треугольник присутствует. Так, а что за новое? Что это у тебя? Покажи. Вот видите, все равно судьба. Не знаю, вы, не вы, другая женщина. Есть какая-то женщина у него на расстоянии. К этой женщине почему-то его очень сильно тянет. Может, это вы, да? Вот он что он хочет начать новое? Почему он новое, да? Он закрывается. Может быть, либо он хочет чего-то достичь в этой жизни. Поменять вот судьбу свою. Понимаете, прикладывает к этому усилия. Но еще не забывайте, что здесь есть какая-то женщина. Женщина судьбоносная. Либо он ищет такую женщину, которая бы помогла бы ему. Ищет свою звезду. Но видите как, эта звезда, это расстояние все равно. От этой женщины, которая на расстоянии, холод от нее идет. Женщина закрылась от него. Такое есть. Но вообще он, конечно, хочет изменить свою судьбу. Все равно. Поменять что-то хочет. Так. А ты рад вообще, что ты предал эту женщину? Ну, как сказать, рад. Я скажу, не рад. Здесь мужчина вообще не хочет вас терять. Несмотря на то, что сколько вы там с ним не общаетесь или что, мужчина здесь собственник. Помимо этого, если он вам... Здесь какой-то мужчина такой жадный. Понимаете, он до вас еще не дорос. Не знаю, вы постоянный, просто скажу, партнер. Ну, тяжело. Тяжесть есть. Может, ему с вами тяжело. Понимаете, он сидит в своей зоне комфорта. Но я вам скажу, здесь до трусов. Такой жадный. Собственник, мое не отдам. Ну, вам лучше его знать, конечно. Но вот жалеет ли он о том, что он вас предал? Конечно, я вам не скажу, что он прям там живет и как камень с души упал. Нет, тяжесть все равно есть. Есть тяжесть. Может, даже у него, кстати, и в личных отношениях проблемы здесь. Ну как, ты еще доволен тем, что ты предал свою женщину? Интересно, у него теперь их две. Ну как я скажу, здесь, конечно говоря, мужчина доволен или нет. Во-первых, он добился того, скажу вам одно, что, не знаю, у меня такое ощущение, что как будто
Вы когда с ним расстались, да, может, у вас как-то дела наладились, потому что здесь женщина самодостаточная, женщина поверила в себя. Не то, что его показывает, доволен ли он или нет, как будто здесь женщина довольна, как будто избавилась, как будто энергия появилась, понимаете, самодостаточная стала, за собой ухаживать, красивая. Здесь, может, и в работе что-то пошло. Так, но женщина здесь одна. Но здесь больше не он, а вы вышли. Женщина довольна. Ну, в оконцовке, ладно, что ты скажешь той женщине, которая смотрит тебя. Так. Кстати, здесь еще на колоде 4 кубков. Скорее всего, здесь мужчина, наверное, были много шансов в его жизни, да, как можно было наладить с вами отношения. Он ими не воспользовался. А сейчас, спустя время, он чего-то ждет здесь, да, либо не получил того, чего он хотел, но он все равно что-то ожидает. Он все-таки думает то, что когда-то все равно я как-то буду с ней взаимодействовать. А если... Но он видит, конечно, что вы ему не доверяете. Здесь он может, кстати, вам тоже не доверять. Но он... здесь я вам не скажу, что здесь мужчина такой, да, что простой, как 10 рублей, ну, как 5 рублей, да. Нет, здесь не такой, или как там говорят, простой, как 10 копеек. Нет, это не такой здесь мужчина. Здесь мужчина еще тот аферист. Ну, что он вам хочет сказать о том, что, конечно, хотел бы с вами взаимодействовать. Может вам помощь какую-то оказать. Хотя вряд ли здесь. Но здесь мужчина, конечно, стоит в первую очередь. Отступать, я вам сразу говорю, не будет. Не будет. Скорее всего, наверное, он ждет, чтобы вы вышли на контакт. А так он сам нет. Так, а что ты еще хочешь сказать? Ой, 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 господи. Вот я вам что скажу. Он на вас здесь столько злости у него. Все, кормушка с вашей стороны закончилась. Помощь закончилась. Все. Ну вот смотрите, не зря же я вам говорю, либо он от вас помощи ждет, да, либо ждал, что вы выйдете все-таки, поступите как мудрая женщина. А тут бах, понимаете, столько обиды, злости на вас, что все. Здесь мужчина, наверное, энергетический еще вампир. Понимаете, ну где ж моя та дурочка, которая меня любила? Ну ты что, блин, обнаглела, что ли? Все, здесь закончилось, понимаете? А он хочет, чтобы вернулась эта женщина. Чтобы вы стали прежним. Чтобы верили ему. Понимаете, закрывали на все глаза. А он творил, что хотел. Вот так вот здесь. Чтобы он вам, понимаете, давал здесь минимум. Здесь все равно мужчина очень интересный такой. Злится, очень злится. Почему с вашей стороны нет ни любви, ни понимания, ничего. Так, вам совет. Вам совет. Если это был ваш брак, да, вам говорят уже все. Все, что было, уже разрушено. Пора. Кому-то, может, придется здесь переехать, либо кто-то переехал, не знаю. Вам говорят уже все. Оставить это в прошлом. Так, еще совет карт какой вам. Ну, любить себя, понимаете, что? Любить себя и достигать своих целей, конечно. Здесь это произойдет не быстро, конечно, но все равно. Здесь какая-то еще и дорога есть, дорога. А еще могу сказать по поводу этого мужчины. Какой он был, таким и остался. Если вы думаете, что он изменится, нет. Что еще вам карты скажут? Хватит держаться за ваше прошлое. Вы, наверное, знаете, что он как ваш дьявол. Вы на нем зациклены здесь. Понимаете, кто-то от вас, например, ждет, когда он проявится. Да. Он ваш дьявол. И вы, понимаете, не можете отпустить прошлое, и он не может отпустить прошлое. Кармические партнеры, видите, здесь повязаны.
Он, наверное, палач, а вы жертва. И вам говорят о том, разрушать это вот все, этот пусть дурачок, он со своим прошлым останется, понимаете, в прошлом. А вы идите вперед. Но мне это легко говорить, да, и картам легко вам советовать, оставь. Ну, как это оставить, если в голове это сидит? Но все равно видите, что вы, что он повязаны, созависимые отношения. Ни он от вас не может избавиться, ни вы от него. Кстати, и еще могу добавить, что если он долго-долго молчал, да, через длительный, именно длительный период здесь может объявиться на горизонте, как соблазн может быть перед вами, может даже красиво говорить. Но поймите, что если вы опять будете с ним вместе, вот этого вам не избежать. Как ему без вас? Хреново. Держится молодцом, но хреново. Думал, что с вами по-свински поступил, он что-то выиграл. Ничего он не выиграл. Вот так вот. Каким был, таким и остался. Очень жесткий, неприятный тип. Вот такой у нас сегодня получился расклад. И также напоминаю то, что это был не личный расклад. Для личного расклада пишите мне на WhatsApp. Всех благодарю за обратную связь. И также прошу вас поддержать мой канал. Донат я оставлю в ссылке. Ой, ссылку на донат я оставлю в описании к этому видео. Уже заговариваюсь. Всем хорошей недели. Верьте в себя, у вас все получится. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи.